На фото перед вами снайперы-разведчики морской пехоты из роты Чарли первого разведывательного батальона на фоне флага США и флага с рунами СС. Снимок сделан в сентябре 2010 года в округе Сангин, провинция Гельманд, Афганистан. Казалось бы, 2010 год. Что мы видим? Доблестные американские солдаты в окружении эсэсовских сил. Но если для кого-то это стало откровением, не спешите выключать видео. С вами преподаватель Киевского университета, а ныне боец отряда имени Максима Кривоноса с позывным Якутия. Всем привет! Сегодня мы расскажем о судьбе нацистов после окончания Второй мировой войны. Ведь далеко не каждый из них понес заслуженное наказание за свои злодеяния. Кто-то даже наоборот был щедро награжден американским правительством и на всю жизнь был обеспечен безбедной старостью. После окончания боевых действий и капитуляции нацистской Германии ее территория была наводнена разведчиками и специалистами стран-победительниц. Их интересом были немецкие военные разработки, разнообразные технологии, также специалисты, занимавшиеся ими. Была проведена целая операция по вывозу и трудоустройству немецких ученых и промышленников, ранее работавших на нацистскую Германию. Что если я скажу вам, что в стремлении стать доминирующей сверхдержавой США добровольно пригласили в страну более 1600 бывших нацистских ученых? Представьте себе мир после Второй мировой войны, где границы между врагами и союзниками размыты, а стремление к власти приводит к сомнительным с моральной точки зрения решениям. Именно это произошло в ходе одной из самых противоречивых операций в истории США – операции «Скрепка». Первую разведку высоких технологий Третьего Рейха организовали французы. В 1943 году ими была создана спецслужба Марко Поло. Но разведка была французская, однако сведения отправлялись прямиком в США и Великобританию. Это было объяснимо, потому что у Франции не было в достаточном количестве ресурсов, чтобы самостоятельно заниматься привлечением немецких специалистов. Охота за головами специалистов Третьего Рейха была одним из самых приоритетных направлений деятельности союзников. Когда Третий Рейх рухнул, союзники не только охотились на нацистских военных преступников, но и пытались захватить самых блестящих умов Германии. Потому что эти ученые были пионерами во многих областях, от ракетных технологий до химического оружия, и их знания могли изменить баланс сил в послевоенном мире. В ноябре 1944 года Объединенный комитет начальников штабов США создал Комитет промышленно-технической разведки. Управление стратегических служб в рамках секретной операции Overcast занялась вывозом немецких ученых для работы в США. Так как многим умным людям в 1944 году уже было понятно, что дни Рейха сочтены, ну и плюс естественное желание сохранить свои жизни и жизни своих семей. Но информация об операции дошла до значительного количества людей, и они заговорили в СМИ как о ввозе нацистских преступников в страну. В обществе разгорелся нешуточный скандал. Для того, чтобы утихомирить общество, операцию переименовали в «Скрепку», а ученых официально записали в жертв нацистского режима. И бурю недовольств удалось утихомирить. Основа операции «Скрепка» – это документ под названием «Список Озенберга», созданный величайшими умами Третьего Рейха. Один из создателей – Вернер Озенберг, специалист Ассоциации оборонных исследований по поручению Гитлера после капитуляции армии Паулюса под Сталинградом. В 1943 году лучшие умы Германии, ученые, инженеры и техники, чьи идеалы совпадали с планами и целями нацистов, стали возвращаться в институты и на производство.
Операция «Скрепка» привела к очень важным технологическим инновациям для США и мира в целом. Например, появилась ракета «Сатурн-5». Она обеспечивала большую часть космической программы НАСА на протяжении 1960-х и 1970-х годов. «Сатурн-5» — это сверхтяжелая ракета-носитель, трехступенчатая ракета на жидком топливе, которая сформировала основу программы «Аполлон». Напомним, она в конечном итоге впервые в истории доставила человека на поверхность Луны. Самой вожделенной головой среди немецких ученых был для американцев Вернер фон Браун. Его обнаружение спецслужбы привел в список из 1500 ученых, найденных в туалете разбомбленного Кёльнского университета. И Вернер фон Браун стоял в этом списке на первом месте. Он был готов на что угодно, лишь бы совершить прорыв в космос. Космический корабль, созданный им для полета на Луну на базе баллистической ракеты, стал новым шагом в эволюции, в то время как сам фон Браун сделал шаг от нациста к сотруднику НАСА. Сатурн-5 не появилась бы без его новаторской работы. Фон Браун в начале своей карьеры занимался разработкой ракетных технологий для германских военных в 1930-х и 1940-х годах. Это первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, принятая на вооружение вермахта в конце Второй мировой войны. Правда, будучи важной шишкой при Гитлере, за Брауном были замечены некоторые странности. Например, в далеком 1943 году во время разработки баллистических ракет для их создания привлекали заключенных концлагерей. В книге Вернер фон Браун «Рыцарь космоса» сам Браун неоднократно утверждает, что он был в курсе условий жизни работников, но чувствовал себя абсолютно неспособным изменить их. Его друг приводит слова фон Брауна после посещения военного секретного завода Миттельверка. Это было жутко. Моим первым побуждением было поговорить с одним из охранников СС, на что я услышал резкий ответ, что мне надлежит заниматься своим делом, или я рискую оказаться в такой же полосатой тюремной робе. Я понял, что любая попытка сослаться на принципы гуманности будет совершенно бесполезной. Также фон Брауна обвиняли в том, что он принимал участие в бесчеловечном обращении с заключенными. Гимаран, французский участник сопротивления, бывший пленником в концлагере Дура, в 1995 году засвидетельствовал пытки под руководством будущего выдающегося ученого Америки. Даже не выслушав мои объяснения, фон Браун приказал мастеру дать мне 25 ударов. Затем, решив, что удары недостаточно сильны, он приказал, чтобы меня выпороли более жестоко. Фон Браун приказал перевести мне, что я заслуживаю худшего, что на самом деле я заслужил, чтобы меня повесили. Я считаю, что его жестокость, жертвой которой я стал лично, стала красноречивым свидетельством его нацистского фанатизма. Но такое прошлое не смутило ровным счетом никого. Опять-таки, сами подумайте, главное ведь это утереть нос Советскому Союзу. И поэтому, оказавшись в США, Брауна задействовали в разработке баллистических ракет средней дальности для армии США. Также он сыграл важную роль в разработке ракеты-носителя, которая в конечном итоге выведет на орбиту первый американский спутник Explorer-1. В 1960-х годах фон Браун и его команда стали работать в НАСА, где он занимал должность директора Центра космических полетов. Ну и, конечно, гражданство США Вернер получил в 1955 году. Ну а как же без гражданства никуда. Автор книги о жизни Брауна Боб Вард приводит слова главы программы «Аполлон» Сэма Филлипса. Мол, он не думал, что Соединенные Штаты не высадились на Луну так быстро без помощи фон Брауна. А позже, обсудив это с коллегами, он изменил свои слова, заявив, что вообще не верит в то, что Соединенные Штаты смогли бы сделать это без его помощи. А умер герой Америки в 1977 году. Его похоронили со всеми почестями. И никто уже не вспоминал о его темном прошлом в Третьем Рейхе. Да и невыгодно было вспоминать. В 50-х годах ЦРУ могло позволить себе все что угодно. Никаких ограничений. Настоящее государство в государстве. Джон Маркс изучил тысячи рассекреченных документов из архивов ЦРУ в поисках свидетельств о проводимых над сознанием экспериментах.
Его изыскания подтвердили первоначальную догадку. США осуществляли исследования в области контроля. Контроля над человеческим сознанием, что выходит за рамки этических и моральных норм, принятых в цивилизованном обществе и такой стране, как Америка. Прежде чем говорить об МК Ультра, следует дать несколько вводных, потому что обычно их упускают. Когда закончилась Вторая мировая война, управление стратегических служб, это будущее ЦРУ, распустили за ненадобностью. Но вскоре стало понятно, что помимо сбора секретной информации, кто-то должен заниматься подрывной деятельностью на территории СССР, коммунистического Китая и других стран, пораженных так называемой красной заразой. Эта работа сопряжена с выходом за пределы морали, она по ту сторону добра и зла. Ни Пентагон, ни Госдеп этим заниматься не могли. Так в 1947 году возникла ЦРУ. Аллена Даллеса привлекли к составлению проекта секретной директивы СНД, датированной 16 июня 1948 года. Руководитель ЦРУ Аллен Даллес с уважением, подчеркиваю, с уважением относился к нацистам и считал, что у него с ними только методологические разногласия. На его совести организация крысиных троп в Латинскую Америку, спасших многих нацистских преступников. Как вы думаете, кто помог известному своим гуманизмом доктору Менгеле сбежать в Аргентину? Официальная история об этом умалчивает, но неофициально зацепки ведут именно к господину Даллесу. Возможно, поэтому известный своим исключительным гуманизмом Йозеф Менгеле так и не был схвачен Моссадом, а дожил до 67 лет и умер от инсульта во время купания в Атлантическом океане, когда купался в Бразилии. Почему-то силы уберегли его от справедливой расплаты за его эксперименты. Почему такое чудовище не познало наказания? Первые несколько лет в Форт Блисс нам было почти нечем заняться. Нас просто держали подальше от контактов с русскими. Ученые ворчали, однако их хорошо кормили, а их труд щедро оплачивался. Если это и не было пределом их мечтаний, жили они в любом случае лучше, чем в Берлине. Но возвращаемся к МК Ультра. Если кратко, это инициированная ЦРУ программа, целью которой было поиск и изучение средств манипулирования человеческим разумом с помощью психотропных веществ. В программе было 149 подпроектов, многие из которых являлись продолжением зверских исследований немецких фашистов. Было задействовано 44 университета и колледжа, 15 научно-исследовательских учреждений и фармацевтических компаний, 12 госпиталей и больниц, 3 исправительных учреждений. Канадский психиатр Дональд Камерон разрабатывал для ЦРУ систему пыток с помощью химических веществ, электрического тока и камеры сенсорной депривации. Целью спецслужб было достижение полного контроля над человеческим разумом. Камерона финансировали в рамках проекта МК Ультра. В ЦРУ о программе МК Ультра знало всего лишь несколько человек. Работы проводились в условиях особой секретности и конфиденциальности. Одна из первых программ изучала воздействие на сознание человека препарата под названием диэтиламид лизергиновой кислоты или просто ЛСД. Тестирование ЛСД на гражданских лицах и ученых было лишь малой частью исследований американской разведки. История таит немало шокирующих примеров, когда изучалось воздействие наркотических средств на организм человека и его разум. В 1992 году психолог из университета Юты, известный своими исследованиями в области клинического гипноза, Коридон Хаммонд, выступил с докладом «Гипноз при множественном расстройстве личности». Ученый подчеркнул, что сотрудники ЦРУ, проводившие опыты в 1950-1960 годах, практически являются наследниками нацистов. Немало сотрудников было теми учеными, которые раньше работали на благо тысячелетнего Рейха. А потом в ходе операции «Скрепка» они были перевезены в США. Ну, с секретностью как-то немного не получилось, однако результаты были ошеломляющими. Вспомним хотя бы космическую программу. Да и результаты МК Ультра американское правительство считает крайне удачными. И плевать на мораль и общепринятый гуманизм. А как-то так, да. Джон Маркс был неприятно поражен, узнав, насколько циничными и коварными были программы по контролю человеческого сознания.
Зачастую исследователями двигало лишь простое любопытство и даже страх. В одной из записок некий доктор просит выделить ему средства на опыты по изменению поведения человека при помощи химических веществ. Встречаются термины «электрическое воздействие на мозг» и «допрос под гипнозом». Считаю, что в этой теме нечестно будет не упомянуть о работе бывших нацистов на СССР. Тогда была и такая глава. Потому что глава Советского Союза прекрасно осознавал, если не вывести умных людей Гитлера, велик шанс, что они окажутся на попечительстве США, а те, в свою очередь, используют их знания для уничтожения СССР. Поэтому особо талантливых немцев Советский Союз пытался получить себе. Борьба и охота за умами Рейха началась не просто так, причем обеими сторонами. Однако есть несколько очень важных «но». Хотя и в СССР немецкие ученые смогли сделать свой вклад в науку, СССР старался привлекать тех, за кем не было замечено преступление. Все же в СССР и ГДР количество реальных нацистских преступников было в десятки раз меньше, чем, например, ФРГ, ЦРУ, НАТО и НАСА. И то, даже если немец состоял в антифашистской организации, это не давало ему гарантии, что его не посадят. И еще одна неприятная деталь. Мы говорили про проект МК Ультра и то, что там были задействованы нацисты. Ну то есть, вот сами смотрите, получается, что после войны душегубы, что ставили опыт на живых людях при власти Гитлера в Америке, просто продолжили заниматься той же мерзостью. Кстати, касается не только немцев. Отдельно можно говорить о зверствах их японских коллег из знаменитого отряда 731, которые как раз и прославились жутчайшими опытами на китайцах, корейцах, монголах на оккупированных территориях. Там невыносимо смердило трупами и паленым человеческим мясом. Трупы людей лежали горами, и пахло просто тошнотворно. Отвратительно. В принципе, я не из тех, кого может вырвать от какой-то мелочи. И меня там, конечно, не рвало, но тошнило постоянно. И после войны, что характерно, лишь единицы понесли наказание, а остальные вернулись в Японию, подкрывали роддома, клиники, банки крови и в целом были уважаемыми людьми. Например, командир отряда СРО-Си закончил свои дни в США. Причем мало того, что в обмен на свою шкуру и шкуру своих зверских подопечных он продал американцам результаты дичайших экспериментов, есть слухи, что уже в Америке он продолжил тайно заниматься своим любимым делом. А еще в советской зоне оккупации Германии в среднем было отправлено на виселицу 8-10 раз больше нацистов, чем в англо-американской. В самом СССР нацистов всех рангов привлекали к ответственности. Например, по итогам Рижского процесса в петлю запихнули аж 7 генералов. Таких процессов было множество. Происходили они как и в СССР, так и в Польше, Чехословакии и других странах Варшавского договора. Потому что США, да и Запад в целом, уже настраивался на следующую масштабную войну с СССР и его сателлитами. Они были заинтересованы брать к себе на службу натуральных кровопийц, а особенно если у них был опыт войны против Советского Союза, имелись разведданные. И если Советский Союз испытывал чисто научный интерес к разработкам специалистов Третьего Рейха, то НАТО и Запад хотели эти разработки пустить в будущем против СССР и стран Варшавского договора. Ну, а что по итогу? Работа на восстановление СССР, на которые сами нацисты и напали, или вполне равное высокооплачиваемое сотрудничество с США? В следующей части мы обязательно поговорим о самом известном процессе суда над нацистскими преступниками, в ходе которого увидим, как американское правительство до последнего билось за жизни гитлеровских палачей. Мы в Соединенных Штатах, джентльмены, настаиваем на том, что мир сегодня может быть обеспечен главным образом за счет силы, за счет нашей объединенной военной и экономической мощи. Ваше присутствие здесь свидетельствует о том, что вы и ваше правительство готовы и стремятся работать с нами, с Соединенными Штатами, в этом направлении.